Пробег 71 штуку. Всем здравствуйте, доброе утро, запуск. Как стучат поршни на холодную, не путать с гидрокомпенсаторами. Все, и тише, 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 блядь. Все, перестали стучать. Вот получилось по записи 2 минуты, да? Тише, тише, тише. Да, 2 минуты стучат. Вот такой вот, друзья, краткий отчет к такому пробегу. Что хотелось бы отметить, появилось это вот буквально, да, вот недавно, буквально 500 километров назад. С чем связано, не пойму. Масло было заменено на то же самое. Роснефть 5В40. Так. Фильтр закручен был Салют. Так. Что еще? Пятерка масла, синтетика. Покупалась у официального дилера чисто. Фильтр покупался не у него. Что я хотел отметить. Почему снял этот ролик? Вчера сосед подошел на Весте. Ну, у него тоже Веста, он таксует, у него пробег 110 тысяч. Он такой: о, говорит, у тебя типа тоже гидрокомпенсаторы стучат, типа, у меня тоже такая фигня на холодную. Я ему объясняю, говорю, так это не гидрокомпенсаторы, говорю, это поршни стучат. Как поршни? Я говорю, ну, надо прекрасно, говорю, слышать, что стук поршней во многом отличается от щелчков гидрокомпенсаторов. Да, вы не ослышались, и кто знающий подтвердят, гидрокомпенсаторы, они именно щелкают. А поршни, они перестукивают. И вот в данном ролике я вам показал, поделился, вернее, с вами, чтобы вы на будущее знали, кто еще, вернее, не знает, как стучит поршневая. Ну, в связи с чем связано, я даже как бы не представляю. Возможно, как вариант, масло слишком густое или слишком жидкое. Ну, наверное, слишком густое. Вот, смотрите, стук... Вот этот стук, он буквально, 2 минутки. Иной раз он 1 минутку. Иной раз он всего там 2 раза перестукнет. Сегодня, видите, 2 минутки они постучали. И все, сейчас бы, как бы я сейчас еще куском покажу вам в конце вот этого всего своего разговора. Я объясню работу двигателя на горячую. Либо хрен знает, скорее всего, может быть, в фильтре перепускной клапан хреново работает. Там же на коленвалу-то есть форсунки охлаждения поршней, они же все равно кое-каким образом смазывают юбки поршней. Но чувствуется, что бьется на холодную. Черт его знает. У меня вообще до этого стук и как бы на горячую начал проявляться. Я взял, долил туда десяточки масла и перестал стук. Надо, скорее всего, что же я буду на зиму менять. Ну, хотя при таких температурах, я вообще не знаю, зачем я пятерку налил. Может, у меня кончина движку пришла в связи с этим маслом. Может, человек тот был прав. Черт его знает. Ну, короче, буду продолжать ездить, смотреть. Хрен его знает. Так-то никаких этих нету проявлений, да, там. Тяга не изменилась. Работает он достаточно ровно.
Жора масла нету, как ни странно. Вообще нету. Вот я его как там залил по верхней метке, так он и остался. Показывать я вам не вижу смысла лишний раз удлинять видео. Если кому надо будет, я как бы и сниму. Хрен его знает. Давайте смотрите дальше, как он работает на горячую. Сейчас прогреется когда. А теперь двигатель прогрет. Обороты. Как работает двигатель на горячую. И ремень не шуршит, и сцепление не крокочет, и двигатель работает достаточно тихо. Прошу обратить внимание. Все работает ровно. Камера запотела. Вот и скажите, дорогие мне друзья, в чем же может быть причина? Масло, фильтр, либо уже поршни подошли. Ну это понятно, что поршни уже подошли, расхлопают. Потому что даже без смазки двигатель так не должен хлопать на холодную. Ну, вибрации так есть у него, какие и были в принципе. Но работает-то тихо, смотрите. Интересно для меня вопрос. Так, вот как работает снаружи. Возле левого колеса. Ой, возле правого. Может, кто-то скажет, что это сцепление. Пожалуйста, с левого колеса. Спереди. Какие мелкие перестуки, может, кто услышал, это хлопают на холодненькую. Что это такое? Камера, бедняжка, камера запотела. Все, надо, чтобы не... А, все, вот. Кто, возможно, из вас, мужики, услышал вот такие мелкие перестуки, это стучали на холодную, что есть присутствие стуков форсунок газовых, газового оборудования форсунок. Они стучат на холодную, но это на холодную, они с нуля стучали. Вот как-то так. Сейчас вот видите, все работает. Пожалуйста. Гофру, что ли, подзвенивает? Нет, все нормально. Вот извечный вопрос. Давайте пишите, что думаете, что это может быть. Только не надо, пожалуйста, мне писать такие люди, что у вас 120 тысяч пробега, 150 тысяч пробега. Ни у кого ничего не стучит. Особенно те, кто там 20 тысяч проехал. Пожалуйста, не пишите, мужики. Давайте будем немного как бы проще ко всему относиться. Смотрите, я вам так объясню. Такой случай не у всех, стук поршней. Но он есть у многих. То есть разброс качества удивляет, как правильно заметил один из комментаторов. Я вам не поверю в свою очередь потому что так как я не могу проверить, нет такой возможности. Но я это по сути вижу каждый день. Живу в достаточно немаленьком городе. Вот у меня, пожалуйста, во дворе стоит Вест, наверное, машин 8 как минимум. Я каждое утро наблюдаю, как у 4 из них запуски двигателя сейчас точно такие же. Человек, который ко мне подходил, у него пробег был 110 тысяч. Вот точно такой же запуск и тоже так же хлопотают поршня. Я тогда, правда, не спросил, что у него за масло залито, какой фильтр. Он просто мне сказал, что у него, по сути, тоже запускается и тоже так клокочет. И он почему-то подумал, что у него стучат гидрокомпенсаторы. На самом деле это не гидрокомпенсаторы стучат. Я ему тогда объяснил: дружище, это стучат поршни. Он: как поршни? Я говорю, надо прекрасно понимать и слышать, говорю, как стучат поршни, и как стучат, и как щелкают гидрокомпенсаторы.
Они и на приоре так щелкали, и на любых 16-клапанных двигателях вазовских щелкали. А это стучат именно поршня. И во дворах я пораньше, когда выезжаю, я вижу, как мужики запускаются. Кто-то заводит тихо. Ну, у меня тоже так же, в принципе, по первую зиму заводился. Сейчас уже вот по такому пробегу начали щелкать, как ни странно. Кто-то заводится прям ништяк, спокойно. Но у меня тоже вот она, как бы, бывает так, что через раз она завелась, вообще ничего не щелкает. Надо попробовать. Сегодня буду глушить на ночь. Я ее на оборотах заглушу. Наберу 3000 оборотов и заглушу. Посмотрим утром, как она без стука заведется, нет? Ну ладно, в общем, такой-то ролик. Ребята, видеоотчет, продолжаю эксплуатировать. Посмотрим, как покажут дальше эти все поршни. Я даже черт его знает. Вроде пока что, ну, как бы сказать, таких позывов нету, чтобы все уже половине движок. Он вроде работает, заводится. Сейчас сами видели, работает ровно, тихо. Попробовать заменить масло, что ли, опять? Заменить фильтр, так что ли попробовать сделать? Что думаете? Пишите. Всего доброго. С вас лайк, дизлайк. Пишите коммент обязательно. С этим надо разобраться. Напишите те, у кого тоже такая же беда с движком. Ну как беда? Такая особенность. Напишите обязательно в комментарии. Всего доброго. До новых встреч. Удачи.